Приветствую вас, мои дорогие, мои солнышки, на канале Ева Оракул Таро. С вами Ева. И сегодня у нас с вами чашечка. Сегодня мы посмотрим на ней мужчину любого, которого вы хотите, загадывайте, ваш бывший, нынешний, настоящий, новый знакомый. Сегодня загадывайте мужчину. Мы посмотрим его мысли, его чувства к вам, что у него на сердце к вам, что вообще происходит у него вот в сторону вас. Разберем. Ну что, начинаем. Сегодня те, кто постоянные мои зрители моего канала, я сегодня снова оказалась в том месте, где я, помните, записывала, вот я оставлю здесь ссылочку, видео, я записывала ссылочку, видео про Евромост, помните, город, бог, богиня, храм, у храма Зевса. Вот я снова буквально, вот у меня в нескольких километрах, пару километров от меня храм Зевса, вот, но поскольку я без машины, машина в сервисе, я смогла здесь сделать чашечку. И мы посмотрим сегодня, вот почему-то именно чашечка я решила, понимаете, будем смотреть эту тему не на таро, а на кофейной гуще. Ну что, небольшая настройка, небольшое вступление. И вы знаете, тоже я почему вам сейчас об этом сказала, потому что, помните, я даже в том видео говорила, интересно, придет деталь быстро или нет, чудо. Вот чудо внезапно произошло, все пришло быстро, понимаете. Вот сегодня вот эта чашечка вам подарит какое-то откровение, понимаете, она даст вам какое-то открытие, какой-то, знаете, вот вы возьмете сегодня из этой чашечки информацию, которая даст вам какую-то очень важную подсказку. Вот. Ну что, начинаем. Давайте посмотрим, что нас там сегодня ждет. Кстати, интересно, вот тут однозначно у вас впереди какие-то, чтобы вы себя узнали, я пару слов о вас скажу. Впереди у вас сейчас какой-то будет или какое-то начинание, или вы куда-то поедете, какая-то дорога у вас будет, или вы сейчас начнете какое-то обучение, может быть, кто-то ко мне на курс решил прийти, вы начнете сейчас, например, на курсе у меня заниматься, кто-то начнет или планирует начать сменить какое-то дело, или работу, или место, то есть какое-то вот начинание, которое вы начнете и будете делать это какой-то промежуток времени. Вот, а вас, какая интересная чашка. Знаете, у человека на душе очень в отношении вас очень большой осадок, боль. Вот понимаете, в прямом и переносном смысле осадок. Я вам обязательно всегда буду фотографировать и снимать, поскольку, видите, тут даже прохладно в этом месте, кофейная гуща не застынет, поэтому мы сейчас ее посмотрим. Вы знаете, вот идет 50 на 50, то есть сказать, что вот он, этот мужчина, вы не в его сердце, нет, вы в его сердце. Сказать, что он только вы главное в его жизни, я не могу так сказать. То есть мужчина, на которого мы сегодня смотрим, он даже может быть вашим возлюбленным или вашим нынешним мужчином, бывшим мужчином, неважно, мужчина, с которым вы только познакомились, но вы для него важный человек, у него в отношении вас неоднозначно на данный момент. Вот в тот момент, когда мы смотрим видео, есть как будто бы неоднозначные чувства, у него какой-то осадок, у него какие-то тревоги, какие-то чувства и боли, знаете, есть у него. Он очень переживает о том, что между вами было, он переживает о том, как он с вами поступил. Если вы знаете, у меня такое идет, что вот вам кажется, что человек, как он себя вел, как он поступал, он не понимал, что он делает, как он делает, что он, допустим, там причиняет вам боль. Такое ощущение, что вот я не мог по-другому, я не умею по-другому, я не могу. Мне даже идет, что вот ты такая активная, ты так можешь меняться, ты такая динамичная, понимаете, вот, а он как будто вот по кругу ходит, понимаете, у него все по кругу, а вы динамичная такая. Сейчас я ее тут поставлю, чтобы не измазаться, вот. Она уже застыла, все, не будет меняться рисунок. Понимаете, вот он говорит, вот ты очень динамичная, ты гибкая, ты все время живешь, ты все время перестраиваешься, ты все время как вот эта змея такая, вот в хорошем смысле. То есть вы все время подстраиваетесь, вы очень гибкая, эмоционально, под ситуацию. Он, может быть, и хотел бы держаться вот как вы, понимаете, но вот он не может, он как будто бы все время, знаете, как ходит по одним и тем же граблям, совершает одни и те же ошибки. Если вы с ним разошлись, то это была главная причина, потому что у вас было ощущение, что человек не меняется. И знаете, иногда как будто бы вам кажутся такие проблески, вот я смотрю, такие проблески, иногда кажется какая-то светлая полоса, чуть светлее вы думаете такой, ну ничего, или этот человек мне подходит, понимаете, а потом какая-то начинается, опять у вас начинаются сомнения. И вот это, вы понимаете, вот в том моменте, где у вас идет вот это соприкосновение, вы как бы оба как будто бы на одной волне оказываетесь, вам становится очень хорошо, вам с этим человеком на одной волне. А потом начинается какая-то фаза ваших отношений, какие-то ситуации возникают или какие-то периоды.
Если вы только познакомились с этим человеком, то у вас какие-то неоднозначные чувства. С одной стороны, вас что-то влечет, вам очень нравится, и вы как будто бы чувствуете, что вы с ним, знаете, вот как серфите на одной волне, вот прям идет такой образ. А потом идет сразу же такой момент, что потом, знаете, как будто бы у вас какая-то пустота образовывается из этих слов или каких-то ошибок, или его поведения, и у вас какое-то разочарование приходит. И знаете, вот тут идет, как будто бы вот он прям, знаете, вот он, когда вот это начинается такое чувство, то есть когда у вас такая близость, или была близость, или есть близость, переносите на себя, то есть я сейчас просто делаю один вариант, это может отыграться на всех. Когда есть вот сближение, когда был контакт или есть контакт, знаете, он как будто бы готов перед вами на колени упасть. Настолько он вами восхищается, настолько он восхищается вашей силой, гибкостью, вашей женской какой-то мудростью, вот я не знаю, какой-то вашей невероятным умением. Вот те, кто смотрит это видео, это женщины с невероятным умением как-то вот, знаете, вот варьировать, как я даже слова не могу это подобрать, понимаете? Вы как будто бы вот ну, я не знаю, вот это не flexibility, это какое-то, знаете, вот даже что-то такое, то есть вы настолько адаптивны, то есть вы настолько адаптируетесь к ситуации, вы настолько, может быть, разная, понимаете? И он, когда вот это видит вас такой, вы для него просто, знаете, вот какая-то невероятная. Он просто перед вами на коленях, и вас это подкупает, Боже, эти моменты вас подкупают. И потом, когда начинается что-то, что вам не нравится или не нравилось, я сейчас буду говорить и в прошлом, и в будущем, в прошлом и в настоящем, у всех разные ситуации. Но вот когда есть этот диссонанс, когда что-то такое происходит, сразу же идет такой момент, что вы отдаляетесь, понимаете, как будто бы вы не рядом с ним. А когда у вас гармония или была, или есть, или когда есть такой контакт, он настолько вами восхищается, вот ты для него как богиня, вот просто вас, вот он у ваших ног. Интересно, я запустила курс, который я много лет потоком не проводила, и теперь в каждом раскладе, видимо, очень много девочек, которые мы постоянно зрители, они также на этом курсе, вот это слово «богиня» мне все время идет, потому что он здесь просто на коленях, понимаете? И не просто на коленях, он нам что-то еще и дает, понимаете? Он может приходить с подарком, с извинениями, с цветами, с денежкой, даже просто, знаете, как будто бы свое сердце вот отдавать. Это, вы знаете, мне напоминает, как какие-то вот эти алкоголики. Вот они напьются, всякое натворят, а потом вот это кается, умоляет, прощаю тебя. Вот это такие вот американские горки. Но здесь не американские горки, здесь все по кругу. Вот это по кругу. И я хочу сказать, что сейчас мы вас посмотрим, понимаете, тут про него сейчас идет, пока его отношения, знаете, почему мало вас? Потому что вы как будто бы, я же говорю, вы как будто бы от этого, вы как будто бы или из этих отношений уже ушли, или вы хотите, или вы еще пока не уверены. Вот кто-то с таким мужчиной только начинает и понял, да, догадался, о ком я говорю. То есть вы начинаете сомневаться, сейчас слушаете это, сомневаться. И, кстати говоря, это в вас не просто так эта ситуация, у вас это очень повышает вашу самооценку. Корону нельзя, рассказала богиня, потому что вот у нас на курсе большая часть, помимо того, что мы учимся любить, учимся гармонии к себе, развиваем это в себе, усиливаем. И если вам кажется, что вы любите себя, поверьте, вы научитесь любить себя еще глубже, да, то есть если вы думали, что вы понимаете себя, чувствуете себя, понимаете, как строить отношения, вы научитесь этому еще больше. Так вот, у вас как корона сейчас, когда он так себя ведет, у вас как корона. У меня сейчас очень этот расклад, не зря я записываю буквально с тем местом. Посмотрите, если вы видели тот мой расклад. Мужчина с силой Зевса, да, у храма Зевса я записывала, да, то есть он не побоится ваших слабостей, понимаете, ваших каких-то запросов. То есть здесь мужчина, он не боится ваших запросов, он не может как бы быть на уровне, понимаете, с вашими запросами. Вот такой вот момент. Не всегда, я бы так сказала, не всегда. Но это небольшая драма с ним, ситуация такая, знаете, подвижная чашка. Вот такое, я же говорю, ситуация очень меняющаяся. Сегодня одно, завтра другое. Вы от этого устали? И вот как раз вот эта подвижность, вот это непонятно. Сегодня мы вроде близкие, завтра мы далекие. Сегодня у нас такой идеальный коннект, а завтра как будто мы вообще друг друга не понимаем и просто как враги. И вот от этого круга вы устали. Вам это просто, вы вообще, вот как будто вы из этого круга выходите, понимаете, вы, ваша энергия. И вы, когда выходите, посмотрите, здесь прям сердечко нарисовалось, вы посмотрите. Вы это делаете, чтобы сохранить свое сердце. Для вас любовь самое главное. Боже, какая красивая чашка. Блюдце очень красивая, чашечка. Сейчас будем смотреть. Я сфотографирую, вы потом увидите.
Понимаете, вот вам очень важна любовь. И когда вот этот момент, когда, и знаете, такой момент идет, как будто бы вот вы сейчас вспомните себя, у вас как будто бы была такая фаза, вроде у вас как-то все гармонично, даже какой-то, вам кажется, что сейчас, вы знаете, какой-то такой вот, такое прям вот как-то фортиссимо, знаете, как вот в музыке, да, то есть какой-то фортиссимо, то есть прям уже такой какой-то максимум, какой-то, знаете, такое оргазмическое состояние от вашего коннекта друг с другом, а потом хоп, и вот это, у вас прям вот это все падает, понимаете? И у вас раньше сердце разбивалось, а сейчас, если раньше ваше сердце разбивалось напополам, или могло разбиваться от таких отношений, понимаете, то сейчас как будто бы вы, когда же, и если это прошлый человек, то вы себя уже вытащили из этих отношений. Если это человек, который сейчас есть в своей жизни, то вы научились как бы уже даже с такими мужчинами вот как-то, знаете, беречь свое сердце. Вот. И когда он чувствует, что выходит, у меня сразу же, когда я только начала ему говорить, так растекла чашечка у мужчины, который стоит на коленях перед вами, у него, понимаете, у него прям сразу крылья вырастают. Он опять говорит: я прекрасный ангел во плоти, посмотри, какой я самый замечательный. Это не я. У него, видите, он даже мог такое говорить. Это не я, оно само. Это не я. Это не я, это оно само так произошло. Он так мог говорить. Он действительно так думает. Он не видит. То есть у него нету такой, понимаешь, говорю, мудрости, такой ответственности, такой, знаете, какой-то глубины, которая есть у вас, такого понимания. У меня такой красивый вид, девочки, боже, я не знаю, вы, наверное, там видите в отражении, у меня там горы, у меня так очень, очень красиво. Это сегодня вот расклад, понимаете, он для многих все-таки о бывшем, и у вас такие горизонты впереди, понимаете, у вас такие вот эти вот впереди возможности. Тот, кто вышел, поздравляю. Кто сейчас в таких отношениях еще находится, они для вас очень-очень поучительны. Они для вас очень... Они вас научат вообще ценить себя. Вот эта корона, я сказала, да, разбуди себя богини, потому что в этом курсе самое главное — любовь к себе, самооценка. На этом все строится, это фундамент. Знаете, по чашечке сразу идет такой, недавно у вас могло случиться какой-то такой момент, что-то, знаете, как вот тут прям идет такой, как прыщ выскочил. Вот у меня тоже, понимаете, вот я натерла, жара была, 3 недели невозможно. Я вот все время вытирала пот, и вот это натерла себе, у меня кожа чувствительная. И вот у вас здесь, понимаете, такая же. Только у меня здесь в буквальном смысле, а у вас в переносном смысле, понимаете, вот это нарыв, вот эти отношения, они как нарыв, который вот нарывает, и он в какой-то момент вот, вы понимаете, что это, ну, невозможно. Эти отношения, вот эта боль, она была как нарыв. Так, ну что, мои хорошие, дальше, что у него еще на чувство к вам? Вообще очень, вся чашка про него, понимаете, про вас, как будто бы он мог повышать голос, или вообще, в принципе, человек, который способен повышать голос, или, знаете, быть грубым таким, вот он может, и вас это так пугало, и вы знаете, вы когда вы прям как-то вот как жаба раздуваетесь, от прям вот это вот недовольство, от злости, как он себя ведет. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не видишь? И у вас это внутри прям накапливается, вот эта злость, вам куда-то выход нужно давать этому, понимаете? И, кстати, не зря я сказала вот это про лицо, по жару, про трогать. Это вот, понимаете, как такой... Девочки, передо мной вот так вот я сижу, тут офис, тут выполз ребенок, посмотрите, выполз младенец просто, посмотрите. Вот, видите? Выполз младенец. Вы видите это вообще? Ну, я вам должна это прервать был расклад. Это просто девочка. Младенец, я же говорю, что вот это сейчас я начала об этом говорить, я же говорю. Вы вообще выползаете. Я же говорю, когда вот это крик еще, то вы как маленького ребенка превращаетесь. И говорю, вот это, как жаба надуваетесь, вам от этого вот настолько некомфортно. Человек мог грубо общаться, повышать голос. Вообще не понимаете, как так можно. Он говорит, потому что ползает ребенок годовалый, понимаете? Вот вы, как с этим человеком, вот, понимаете, вы могли чувствовать себя как маленький ребенок. Откуда взялся вообще ребенок? Сам по себе ползает босоногий. Такая милая девочка с клубничками, понимаете? Потому что вы рядом с ним, когда вот у него такое состояние могло быть, понимаете, вы превращаетесь в ребенка. Вы превращаетесь рядом с этим беззащитного ребенка. Вы даже могли говорить, ну, типа, знаете, вы думаете, так как детей обижать нельзя. Ну, как бы я такое чистое создание, а как ты можешь вообще на женщину, да, вот на меня так? И у вас, кстати, могли уже по здоровью начаться какие-то сбои, если это бывший, если это настоящий или какой-то новый поклонник, следите за тем, потому что этот человек явно, если это только начинающиеся отношения, девочки, посмотрите. О, боже, малышка смотрит на меня. Боже, не могу, девочка, она такая великая. Ой, боже, сосочкой. Ой, ой, смотрит. Ой, какая хорошенькая. Боже, давай иди сюда, малыш.
Кель. Боже. Э, Вот это, понимаете, вы хотите вот такого отношения, понимаете? С вами нужно очень нежно, очень трепетно. А если с вами жестко, если вас обижают, то вы превращаетесь в уродливую жабу, вы становитесь ужасны, и вам это не нравится, понимаете? Потому что вы прекрасный. Вот этот человек, он как может в вас самые светлые стороны пробуждать и пробуждал, так он мог делать из вас просто какого-то уродца, понимаете? Именно своим поведением, своими отношениями. Это потому, что, вот я же говорю, что он как будто бы не может управлять своими бесами, понимаете? Вы как будто бы все свои бесы, вы можете их как бы управлять, контролировать, вы знаете свои стороны. Вы как женщина, понимаете, вы очень мудрая, тонкая. А вот он, понимаете, вот эмоция есть, гаркнул, а у вас уже, понимаете, а у вас уже камень на сердце, понимаете, у вас уже на сердце просто огромное, понимаете, нарыв такой, который вот это прорывается наружу. Так, ну что еще про него посмотрим? Он его вот это вот поведение, вот то, что он, как он иногда может себя вести, это потом его просто разъедает, хочу вам сказать. Вот если вы думаете, что он так себя вел, это никак не разрушает его жизнь, это тут же начинает, у него там проблемы на работе, у него как будто бы все не ладится, у него сразу же идет по деньгам. Сразу по деньгам, понимаете? Он даже не понимает, что вот такую женщину, как вы, с очень тонкой душой, вот такого, понимаете, вот внутри вы такой ребенок, вы ребенок непосредственно, очень, очень тонкий ребенок вы внутри. Агу-агу такая, понимаете? Он с вами, знаете, вот как будто бы общается, взаимодействует, он не понимает, что вы какая-то как сказать, вот то ли он видел, какие есть другие женщины, какие есть другие люди, он даже не может представить, что вот есть такие женщины, как вы. И вот с вами нужно как-то так обращаться, понимаете? Ну вот он, грубо говоря, там с какими-то крестьянками водился, а вы как будто бы, знаете, как королева, принцесса, вы к себе такого отношения хотите. А он иногда проявляет вот эти свои крестьянские какие-то быдловатские замашки. Почему-то мне такое идет. Какие-то хамоватые, вот, не быдловатские, хамоватые какие-то моменты, грубые. И вы не можете, и вы не понимаете. Вы ему объясняете. Причем я смотрю, столько было разговоров, у кого это бывший. Боже, столько было разговоров. Здесь столько было ссор. Просто одна на другой ссора просто, девочки. Разборки просто были, знаете, одна за другой. И вы вот это от этого круга, вот это по кругу было, я же говорю, это бесконечно, это продолжалось просто, понимаете, вы настолько устали, у кого эти отношения только начинаются, то вы уже начинаете замечать какие-то паттерны, понимаете, повторения какие-то. И это вам этот расклад сейчас подсказка. Если человек раз, два, три сделал, и вам это действительно очень больно, очень тяжело, закрывайте эту дверь, потому что если это новый человек, вы еще к нему не привязались, у вас ничего не связывает, здесь такая даже подсказка, понимаете, это будет постоянная нервотрепка для вас. Это будет очень морально тяжело для вас. Вы не сможете его изменить. То есть это человек неизменяемый, понимаете, он не изменится. Вот у него в этом его воплощении, у него как будто бы нету шанса выйти из этого круга, понимаете. Или вы будете вот на своем горбу это все, понимаете, здесь нести. Только если вы будете нести это как-то на своем горбу. Других вариантов нету. Но то, что у него вот этот демон будет просыпаться периодически, это прям вот вообще. Какие-то, может быть, ситуации слабости, проблем там на работе, с вами что-то, какие-то непонятки. Вместо того, чтобы разговор, будет тишина, будет крик, а потом тишина. Понимаете? Вот вы могли страдать, кстати, в этих отношениях от игнора. И вот, кстати, мне кажется, что вот вам как будто бы не хватает какого-то общения, контакта, с кем-то выговориться, потому что он как будто бы вот не мог вас слышать, не может слушать, что-то такое. Девочки, у кого такой человек сейчас такой в жизни? У кого-то, кто смотрит это видео, вы сейчас с кем-то или начинаете общение, или знакомиться, или недавно было. И вы даже то, что я сейчас говорю, вы можете сказать, ну не совсем так, просто вы понимаете, как будто бы вы еще не до конца этого человека знаете. Вы знаете, как будто бы его 10%. Он для вас еще, знаете, как влюбленность такая, идеальная такая для вас еще картинка. Вы даже не понимаете, что там. Потому что там внутри, понимаете, там вот то, что вы видите снаружи вот так, а внутри там то, что вы пока даже и не знаете, там вот такая. А кто уже, для кого это бывший, с кем уже были в отношениях, те меня сейчас просто с полуслова поняли. Напишите в комментариях, девочки. Это, знаете, отношения, после которых нужен этот ретрит, нужно восстановление и поддержка людей, которые поймают, о чем речь, через что вы прошли.
Вы уже это все, кстати говоря, проходите. То есть для вас это уже ну, как бы проходящий этап. Но осадочек такой остался, понимаете? Это вот этот осадочек вас, эти отношения, они на всю жизнь вам осадочек. Знаете почему? Потому что, я же говорю, вы больше, чтобы когда вот это перед вами на колени падали в десятый тысячный раз, вы больше не принимали. Видите, слышите, там эта малышка кричит, вопит, подает голос. Я же говорю, вот это вы научились, голос у вас прорезался. Вы начали подавать голос, и сейчас вы уже, понимаете, вот это кто уже вышел из этих отношений, тут уже голос прорезался, вы уже за себя даже можете постоять, и вы такие уже замашки не прощаете, мои дорогие. Так, ну что, давайте дальше смотреть, что здесь еще, что у него еще происходит. Ну, я начала говорить о том, что у него сейчас, он таки калет фэн. Ага. Там есть такой момент, что он говорит, сейчас, сбили меня, извините. В общем, там есть такой момент, что сердце у него болит, понимаете, у него сердце как будто бы, знаете, вот отгрызано. Вот мне прям идет такое, как будто бы покусано, отгрызано сердце. То есть если вы думаете, что он только вас ранил, вас он, может быть, ранил, но это сделало, поскольку вы очень мудрая женщина, он сделал вас сильнее. А его он как будто бы себе сам погрыз сердце, понимаете, он себя сам отобрал жизнь. У него такой там нарыв, вы понимаете, вот у вас нарыв, который вот просто выйдет, а у него нарыв, который останется на всю жизнь как уродство, понимаете, вот какая-то огромная бородавка или какое-то что-то уродство, что не пройдет. Вот у меня прям образ идет, как мой прыщик, да, вот это я вот там натерла, понимаете, вот эта жара, сейчас вот хорошо хоть похолодало хоть как-то. Вот это у вас это как маленький прыщик, понимаете, у вас это пройдет. А у него это нарыв, который вот, понимаете, прям вот на сердце, вот он будет у него нарывать постоянно. И вообще у него как будто бы все сердце этим изгрызано. Он сам себе... Вы же понимаете, люди, которые причиняют другим людям боль, они в первую очередь делают плохо себе. Вообще у него такое состояние, понимаете, вот он как будто бы раньше думал, что я такой на лошади скачу, а тут мне прям как ослик идет, что ему из-за того, что произошло и что он делал, как будто бы ему нужно пересесть теперь на ослика, понимаете? Я не знаю, образ такой идет, понимаете? Даже, может быть, на какую-то детскую лошадку, игрушечную. Вот не зря ребенок пришел, здесь такая вот образ идет. То есть он думал, что он такой, знаете, это супергерой, на самом деле очень много вы ему давали, понимаете? Вы как будто бы давали ему силу, всегда вы были за спиной. Вы вот, какая-то вот ваша энергия, вообще ваша энергия, вот не зря у меня, понимаете, у меня на канале очень сильные женщины собрались. И вот кто ко мне пришел на курс «Разбуди всю богиню» или прошел его, или будет проходить, вам вот для тех, кто был в таких отношениях, это будет очень-очень-очень будет целительно. И я еще хочу объяснить, кто-то писал в моих комментариях, девочки, хочу подчеркнуть, что я не рекламирую свой продукт этому курсу уже несколько лет, и все, кто со мной много работает, практически большинство моих учениц проходили этот курс. Всем моим постоянным клиентам, кто постоянно у меня, допустим, на консультации там, из года в год, все те девушки получили от меня доступ в мой курс в подарок. Сейчас я делаю там 50% скидку. То есть у меня нету задачи, понимаете, это не мой бизнес. Вообще YouTube-проект, мои курсы – это то, что я хочу поделиться с миром, это от души, правда, от души. Поэтому там очень много пользы, и это чисто символическая цена для того, чтобы это было для вас ценно, какой-то был обмен, и чтобы вы действительно ценили то, что вы берете от меня, понимаете? Поэтому это вот мне, если из потока мне сейчас идет если из потока мне сейчас идет, значит, я должна вам это сказать была. И, кстати, почему я так сейчас сказала? Вообще как-то. Вот это, понимаете, тоже сейчас, кстати, вот это же к чашечке находится, понимаете? Кстати, вот там вот он мог, кстати, вот это про деньги, знаете, я же сказала, что он перешел на конячку, на ослику, у него там с деньгами, понимаете, у вас были какие-то разговоры с деньгами, что-то какие-то были терки, какие-то претензии. Вот финансовый вопрос был большой проблемой. Или даже сейчас с кем начинаются отношения. То есть такое не то, что вас как бы считают меркантильной. Нет, это вообще немножко другое плана. То есть как будто бы разные отношения к деньгам, как к ним нужно относиться, как их нужно тратить, что это вообще для жизни, как их нужно зарабатывать. Как будто бы разные отношения, понимаете? Вот. Не зря я об этом сейчас сказала, понимаете? Мне сейчас это всплыло. Все, что мне приходит в потоке во время расклада, все, что происходит, вы же знаете, всегда относится к раскладу. И, кстати, у меня еще сейчас очень зачесался почему-то нос. Тут вообще кондиционер, но у меня прям не могу. Вот я сижу здесь, то ли здесь что-то, чем-то такой, знаете, какой-то парфюм. У меня прям нос просто, вот у меня нос прям, смотрите, уже красный, я не могу.
Знаете, с чем это связано? Это вот, во-первых, у него такой еще момент, что он, я же говорю, он сам себя ругает, наказывает за то, что произошло. Человек еще может, знаете, вот почему мне приходит про алкоголизм, что где про алкоголь, то есть то ли человек, когда у него проблемы, он там начинает или может выпить, или в загул пойти. То есть у него, наблюдайте, если это новый человек, девочки, наблюдайте, вот так вот откройте глаза сейчас, в оба смотрите, понимаете, вот у меня глаза идут прям в оба, вот прям нужно глаза вот такие сделать, понимаете, вот так, прям смотреть. Говорить себе, не защурься, не закрывай глаза. Вот так вот прям вот смотри, на правде, правда глазам в лицо смотри. А то ты думаешь, это мишка прям вот выходит такой, знаете, как игрушечный мишка. Ты думаешь, это такая мишка Тедди такое. Не, этот мишка Тедди, если какие-то будут вопросы, может превратиться в мишку Гризли. И вот тогда, когда мишка Гризли в нем просыпается, понимаете, вы как маленькая девочка рядом с ним теряетесь. Терялись. Девочки, Катюшка, ну боже, сколько было склок, разборок. Я даже не это вот я даже в эту часть чашки не хочу смотреть. Мне прям так плохо становится. Вам так плохо было, у вас как будто бы здесь все жгло. Вы как будто бы дышать не могли. Вот кто-то из девочек, вот прям вот у вас здесь как будто бы, вот, знаете, как будто бы хочется вытащить, как нож из сердца, как будто бы как перегородка вот вытащить просто вот так вот. Вот такое состояние, понимаете? То ли вы плакали, вот так вот захлеб. Плакали. И вот это оно, вот это как здесь вот стояло. Причем, знаете, до этого у вас какая-то была жизнь такая, знаете, вроде как все было неплохо, да, были какие-то проблемы, но это не было, знаете, так тяжело. Так, ну что там еще у него на сердце, девочки? Что у него еще в мыслях? Знаете, у него начинается как-то очень непростая жизнь. То есть для тех, у кого это бывший, кто это обидел, я вам очень советую поработать. Придите ко мне на консультацию или в курс, вам нужно отработать эти отношения, потому что а, вам нужно вытащить себя из того человека. Вы еще в его сердце, глубоко, очень глубоко. То есть вы вообще занимаете, я же говорю, вы как будто бы занимаете половину его жизни. То есть я же говорю, для тех, у кого бывший, мысли о вас, чувства к вам занимают половину его жизни. А он в вашем сердце занимает где-то процентов 10-20. И причем для тех, кто только познакомился, точно такая же, пропорции точно такие же. Потому что вы уже себя цените, понимаете, вы уже вот это, боже, так красиво застыло, я вам сфотографирую. Здесь прям вот лицо четкое, боже. Причем мужчина может быть такой, знаете, вот высокий лоб, то ли волосы кучерявые, то ли какая-то необычная форма головы может быть. Взгляд как будто бы вот такой, может быть, опущенный. То есть он как будто бы такой крупный, вот голова крупная, что ли, такое идет, понимаете? Мог падать на колени в образном. Ну, кто-то, у кого-то прям в прямом смысле падал на колени перед вами. Любитель он таких этих жестов. А потом, сначала на колени, а потом это... вот что-то такое идет. Шрам у него на сердце, в общем, девочки, относительно вас конкретный. И знаете, когда в таких отношениях вы были или застряли, и вы даже из них вышли, вам нужно очень много потом проработать для того, чтобы новые отношения впустить. У меня, кстати, есть возможность, вот этот мой курс, любой из моих курсов, у меня всего 3 курса. У меня есть курс «Разбуди в себе богиню», есть курс «Как встретить своего мужчину», специальный курс для любви, я такой создала. Это все, что я прожила сама, все, что прожили мои девочки, понимаете, все это годами, понимаете, отработанные вещи, такая вот мудрость, энергия, медитации, все это там. И вот мне идет, что вот кому-то вот тот, даже не «Разбуди в себе богиню», а «Как встретить». В общем, я к чему это сказала, что многие любят приобретать у меня какой-то курс именно с моей консультацией, с моим сопровождением. Есть такое индивидуальное сопровождение, оно, правда, дороже, но есть возможность проходить курс индивидуально со мной, тут же все это прорабатывать. Это очень эффективно, очень, девочки, эффективно, вы даже не представляете. Это очень-очень классная работа. То есть можно самостоятельно, можно в группе, но индивидуально это, конечно, мощно. Вот вам нужна какая-то такая работа. Или поработайте в курсе, поработайте, кому что ближе. Кто-то, может быть, к психологу ходит. Кто-то, может быть, достаточно подружке вам выговорится. У всех же разные способы, да. То есть кто-то почувствует, что нужна вот такая вот менторская, наставническая поддержка от меня. Но вы такая уже, знаете, вот мне идет, вы жираф. Вы жираф, вы выше на ситуацию. Вот я даже смотрю, представляете, вот сейчас вам объясню, как ситуация между вами. Вот вы как жираф, вы такая большая, высокая, у вас такая длинная шея, понимаете, такая гордая, такая вот, вы уже все видите, понимаете, очень высоко, вы хорошо понимаете ситуацию. А он, вот у меня идет такой мальчик вот на ослике, понимаете, что-то такое идет. Вы его сейчас так видите, понимаете? Он для вас вот это на ослике, как будто бы, если раньше он был рыцарем на коне, то сейчас он для вас какой-то башмак на ослике, понимаете?
Именно из-за своего характера, из-за своего поведения, из-за того, что он вас обижал, вы абсолютно перестали его уважать. А кто у кого отношения только начинаются, то есть вы сейчас такого человека сразу же, у вас сразу же теряется всякое уважение, мои дорогие. Да, ну, люблю, не люблю, видите, вот когда смотрим будущее, конечно, повеселее. И у меня, да, энергия на раскладе. А тут, конечно, тут, ну а как можно, понимаете, как тут можно фонтанировать с такими энергиями? Скажите мне. То вы сейчас тоже сидите и думаете, вот это как вот это послевкусие. С чем вот это, понимаете, я водичку прям запила. Чтоб такого выпить, да, чтобы вот это смыть, вот это, понимаете, вот это послевкусие неприятное, вот это вы. Девочки, ну вот такая вот чашечка. Я не знаю, сфотографирую, как обычно, в Телеграм. Если вы хотите быть ближе ко мне, знать, что происходит за кадром. Я делюсь чашечками, делюсь локациями, делаю карту дня на Таро, делаю энергию недели на Таро, пишу иногда что-то по Луне, по астрологии, какие-то моменты. То есть это возможность, помимо того, что получать какую-то пользу, достаточно такую подъемную сумму ежемесячной подписки на мой канал, но это, во-первых, польза, во-вторых, поддержка меня как автора и все, что я делаю здесь на канале. Поэтому подписывайтесь на телеграм-группу, на канал. Вот. Ну, у вас прям, вот я же говорю, у вас новый горизонт. Я сфотографирую вид, сфотографирую чашку, в телеграм-канал выложу, вы словите эту аллегорию, понимаете, вот образ вы поймете. У вас открываются даже не то, что один горизонт, у вас начинается уже несколько горизонтов открываться. То есть вам нечем переживать, но вам нужно потрудиться, потому что вот, понимаете, там столько, такой осадочек, вот там сколько ни пей, понимаете, вот это вы себя, сколько ни пей, как ни полощи вот это рот от этого образно, понимаете, вот осадочек-то есть, потому что осадочек не во рту, а он здесь, понимаете, надо отсюда это все вырвать с корнем, вытащить, понимаете, вот вытащить вот прям все. Ой, девочки, прям вот... У кого-то прям заболело, вот прям, знаете, вот это камень на сердце, такая вот нож, понимаете, нож вонзили, нож. Не в спину, а в глаза, в нож, в сердце, вот так, понимаете. В спину, то, может быть, вы бы так пережили. Ну что, мои хорошие, начинается людно и шумно, мы в общественном месте, вот, поэтому я вас рада всегда видеть на моем канале. Оставляйте комментарии, что вам срезонировало. Пожалуйста, я знаю, что половина зрителей моего канала, оказывается, я не смотрела, оказывается, половина зрителей моего канала смотрит мои видео, и они пока не подписаны, поэтому, если вам нравятся мои видео, поддержите меня подпиской. Хотя бы это будет мне очень-очень-очень приятно. Вот. Ну, а кто любит писать комментарии, делиться, что откликнулось, всегда с удовольствием вас жду в комментариях. С удовольствием люблю уже моих постоянных зрителей, девочки. Обожаю вас всех, обожаю. Привет особым спонсорам моего канала, кто уже решил поддерживать мой канал на постоянной основе. Вас всех очень люблю. Специально для вас иногда в закрытые выкладываю какие-то или карты, или таро. Поэтому, девочки, вас всех люблю. Увидимся в такой, знаете, роскошной локации для вас. Потому что у вас, понимаете, у вас на самом деле, если там у мужчины он пересел на ослик, то у вас открываются большие горизонты. Поэтому... Делайте выводы, берите из этого расклада то, что вам нужно. До связи.